Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из тильда в TurboSMS. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из тильда в другие системы. Например, через TurboSMS вы сможете производить SMS-рассылку и уведомлять клиентов про важные события. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных тильда. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные из форм». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт тильда к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Далее необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в ваш личный кабинет тильды. Нажимаем на «Редактировать сайт». Настройки сайта. Ищем вкладку «Формы». Листаем вниз и выбираем «Webhook». Вставляем наш скопированный URL-адрес. Сохраняем наш результат. Возвращаемся на главную страницу и обязательно публикуем результат. Теперь нам необходимо сгенерировать данные, в данном случае путем заполнения формы на сайте. После заполнения данных возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе у вас ничего нет, попробуйте выполнить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных тильда успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем TurboSMS. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправить SMS». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт TurboSMS к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать API-логин и API-пароль. Для того, чтобы их узнать, переходим в личный кабинет TurboSMS. В разделе «Настройка API» ставим галочку на пункте SOAP. Далее в поле «Отдельный логин авторизации на сервере» придумываем логин и пароль. Для того, чтобы сохранить изменения, нужно ввести ваш пароль от аккаунта TurboSMS. Сохраняем настройки и возвращаемся в систему Apex Drive. Вводим ваш API-логин и пароль. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля TurboSMS данными из тильды. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Если у вас уже есть альфа-имя для вашей компании, проверить его вы можете в личном кабинете TurboSMS. Если у вас еще не зарегистрировано альфа-имя, вы можете использовать одно из стандартных. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример SMS-сообщения, которое будет отправляться в TurboSMS. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в TurboSMS».
Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных TurboSMS завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!